Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Глава 1. Фея в квартире. Миссис Томас Беррисфорд поменяла позу на диване и с унылым видом посмотрела в окно квартиры. Вид оттуда открывался невзрачный, всего лишь небольшой жилой дом на противоположной стороне улицы. Миссис Беррисфорд вздохнула и затем сладко зевула. «Как бы мне хотелось», — произнесла она, — «чтобы произошло хоть что-нибудь». Ее муж посмотрел на нее с укоризной. «Будь осторожна, Таппинс. Твоя жажда дешевых сенсаций меня пугает». Таппинс снова вздохнула и мечтательно прикрыла глаза. «И вот Томми и Таппинс поженились», — запела она распевным голосом, и жили они долго и счастливо. А 6 лет спустя они все еще продолжали жить вместе долго и счастливо. «Просто поразительно», — добавила она уже обычным тоном, «насколько все в жизни выходит совсем не так, как ты себе представляешь». Весьма глубокомысленное заявление, Таппинс. Но, увы, не новое. Выдающиеся поэты и еще более выдающиеся богословы говорили это и до тебя. И, если позволишь заметить, выражались они гораздо изящнее. 6 лет назад, продолжала Таппинс, я бы поклялась, что если у нас будет достаточно денег на любые покупки, а рядом будешь ты в качестве мужа, вся жизнь превратится в одну прекрасную и сладкую песню. Как там говаривал один из поэтов, которых ты так хорошо знаешь? И что же тебе наскучило, я или деньги? Холодно поинтересовался Томми. «Наскучило» — не совсем точное слово, милосердно пояснила Таппинс. «Я просто привыкла к своему счастью, вот и все. Это как с носом, никто ведь не задумывается, какое это благо — дышать свободно, пока не подхватит сильный насморк. Может быть, мне начать немного пренебрегать тобой?» — предложил Томми. Стал бы ходить с другими женщинами по ночным клубам. Ну и все в таком духе. «Бесполезно», — отмахнулась Таппинс. «Ты просто встретишь меня там с другими мужчинами. При этом я буду абсолютно уверена, что тебе нет никакого дела до тех женщин, а вот ты никогда не будешь уверен до конца, что мне безразличны другие мужчины. Женщины в таких делах куда более основательны. Мужчины обходят женщин разве что в скромности», — пробурчал ее муж. «Но что с тобой все-таки происходит, Таппинс? Откуда эта тоскующая неудовлетворенность?» «Не знаю. Мне хочется, чтобы что-нибудь произошло. Что-то действительно захватывающее. Неужели тебе самому не хочется снова поохотиться на немецких шпионов, Томми? Вспомни те безумные дни, полные опасностей, которые мы когда-то пережили. Конечно, я знаю, что ты и сейчас в некотором роде числишься в секретной службе, но ведь это чистейшая бумажная работа. То есть ты хочешь, чтобы меня отправили в самую глушь России под видом большевистского контрабандиста или кого-то в этом роде? От этого не будет никакой пользы, вздохнула Таппинс. Меня ведь с тобой не отпустят. А занятие так отчаянно требуется именно мне. Найти хоть какое-то дело. Я повторяю это себе целыми днями. «Женская сфера», — заметил Томми, неопределенно взмахнув рукой. 20 минут работы каждое утро после завтрака, и в квартире царит идеальный порядок. Тебе ведь совершенно ни на что жаловаться, верно? Твое ведение хозяйства настолько безупречно, Таппинс, что это становится даже немного монотонным. Как же я люблю искреннюю благодарность, с иронией отозвалась Таппинс. У тебя-то, конечно, есть твоя работа, продолжала она. Но скажи мне честно,
Томми, неужели у тебя никогда не возникает тайного желания испытать острые ощущения? Чтобы вокруг что-то происходило? Нет, отрезал Томми. По крайней мере, мне так кажется. Ждать событий легко и приятно, но ведь эти события могут оказаться весьма неприятными. «Да чего же мужчины рассудительны?» — вздохнула Таппинс. «Неужели в тебе никогда не просыпается страстное, тайное влечение к романтике, к приключениям, к настоящей жизни?» «Что именно ты читала в последнее время, Таппинс?» — поинтересовался Томми. «Ты только представь, как было бы здорово», — продолжала Таппинс, игнорируя вопрос, «если бы мы услышали отчаянный стук в дверь, побежали открывать, а к нам на порог ввалился бы мертвец. Если бы он был мертв, он не смог бы ввалиться», — критически заметил Томми. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я», — возразила Таппинс. «В книгах они всегда вваливаются за секунду до смерти, падают к твоим ногам и успевают только прохрипеть пару загадочных слов. Что-нибудь вроде «пятнистый леопард» или что-то похожее. Я бы рекомендовал тебе почитать Артура Шопенгауэра или Иммануила Канта», — посоветовал Томми. «А вот тебе подобные события пошли бы только на пользу», — парировала Таппинс. «Ты становишься слишком толстым и благодушным». «Ничего подобного», — возмутился Томми. «В конце концов, ты и сама делаешь упражнения для похудения». «Все делают упражнения», — ответила Таппинс. «Когда я сказала, что ты толстеешь, я имела в виду иносказательный смысл. Ты становишься слишком благополучным, холёным и умиротворенным». «Я просто не понимаю, что на тебя нашло», — пробормотал ее муж. «Дух приключений», — прошептала Таппинс. «Во всяком случае, это лучше, чем тоска по романтике. Хотя и она на меня иногда находит. Я представляю, как встречаю мужчину. Настоящего, невероятно красивого мужчину. Ты уже встретила меня», — напомнил Томми. «Разве этого тебе недостаточно? Смуглого, поджарого, обладающего невероятной силой. Из тех мужчин, которые могут объездить любого коня и ловят диких лошадей с помощью лассо. В комплекте с меховыми штанами и ковбойской шляпой», — саркастически вставил Томми. «И который долгие годы жил в диких краях», — невозмутимо продолжала Таппинс. «И мне бы хотелось, чтобы он безумно, до беспамятства в меня влюбился. Я бы, разумеется, добродетельно отвергла его притязания, оставаясь верной супружескому долгу, но мое сердце втайне тянулось бы к нему». «Что ж», — произнес Томми, «а я вот часто мечтаю встретить действительно прекрасную девушку. Девушку с волосами цвета спелой пшеницы, которая отчаянно влюбится в меня. Вот только не думаю, что я стал бы ее отвергать. Более того, я практически уверен, что не стал бы этого делать». «А вот это уже самый настоящий дурной характер», — отрезала Таппинс. «И все же, Таппинс, что с тобой происходит на самом деле?» — спросил Томми. «Ты никогда раньше так не разговаривала». «Нет, но во мне все это закипало уже очень давно», — призналась Таппинс. «Понимаешь, иметь все, чего не пожелаешь, включая деньги на любые покупки, это очень dangerous, то есть очень dangerous для душевного спокойствия». «Конечно, всегда остаются шляпки». «У тебя и так уже около 40 шляпок», — напомнил Томми, «и все они выглядят совершенно одинаково». «В этом и заключается суть шляпок», — пояснила Таппинс. «Они не одинаковые. В них есть тончайшие нюансы. Сегодня утром я присмотрела отличную шляпку в салоне у Виолетты. Если тебе больше нечем заняться, кроме как покупать шляпы, которые тебе абсолютно не нужны.
Вот. Воскликнула Таппинс. Именно в этом все и дело. Если бы у меня было более важное занятие. Наверное, мне стоит заняться благотворительностью. Ох, Томми, я так хочу, чтобы произошло что-нибудь захватывающее. Я чувствую, правда чувствую, что нам это пошло бы на пользу. Вот если бы мы смогли найти фею. «Го», — произнес Томми. «Довольно странно, что ты об этом заговорила». Он поднялся с дивана и пересек комнату. Открыв выдвижной ящик письменного стола, он достал небольшой фотоснимок и поднес его к Таппинс. «Ой!» — воскликнула Таппинс. «Так ты их уже проявил? А это который снимок? Тот, что ты сделал в этой комнате, или тот, что снимала я?» «Тот, что сделал я, твоя фотография не получилась. Ты не додержала пленку. Ты всегда ее не додерживаешь. Как приятно, должно быть, для тебя сознавать», — заметила Таппинс, «что есть хоть одно дело, которое ты делаешь лучше меня». «Глупое замечание», — ответил Томми, «но я проигнорирую его на этот раз. Я хотел показать тебе кое-что другое». Он указал пальцем на маленькое белое пятнышко на фотографии. «Это просто царапина на пленке», — пожала плечами Таппинс. «Вовсе нет», — возразил Томми. «Это, Таппинс, самая настоящая фея». «Томми, ну ты и дурачок. Посмотри сама». Он протянул ей лупу. Таппинс внимательно изучила снимок через увеличительное стекло. Если подключить немного фантазии, царапину на фотопленке действительно можно было принять за крошечное крылатое создание, восседающее на каминной решетке. «У нее есть крылья!» — крикнула Таппинс. «Какая прелесть! Настоящая живая фея прямо в нашей квартире. Может, напишем об этом Артуру Конан Дойлу? Ох, Томми, как думаешь, она исполнит наше желание?» «Скоро узнаем», — ответил Томми. «Ты ведь весь день только и делаешь, что страстно желаешь, чтобы что-нибудь произошло». В ту же секунду дверь отворилась, и на пороге появился высокий 15-летний подросток. Судя по его виду, он сам еще не решил, кто он сегодня, солидный дворецкий или юный паж. Подросток произнес с невероятным величием: «Дома ли вы, сударыня?» Только что звонили в входную дверь. «Как бы мне хотелось, чтобы Альберт перестал ходить в кинотеатры», — вздохнула Таппинс, когда дала согласие принять гостя, и Альберт удалился. Теперь он копирует дворецкого из богатого дома на Лонг-Айленде. Слава богу, я хотя бы отучила его требовать у посетителей визитные карточки и приносить их мне на подносе. Дверь снова отворилась, и Альберт провозгласил: «Господин Картер». Причем сделал это с таким видом, будто объявлял о визите особы королевской крови. «Начальник». В изумлении пробормотал Томми. Таппинс подскочила с радостным возгласом и приветствовала высокого сидеющего мужчину с проницательным взглядом и немного уставшей улыбкой. «Господин Картер, как я рада вас видеть!» «Это замечательно, миссис Томми. А теперь ответьте мне на один вопрос. Как в целом протекает ваша жизнь?» «Вполне благополучно, но ужасно скучно», — ответила Таппинс с лукавой искоркой в глазах. «Все лучше и лучше», — улыбнулся господин Картер. «Судя по всему, я застал вас в самом подходящем настроении». «Звучит интригующе», — заметила Таппинс. Альберт, все еще продолжая изображать дворецкого с Лонг-Айленда, внес поднос с чаем.
Когда эта процедура благополучно завершилась и дверь за ним закрылась, Таппинс снова не удержалась от вопросов. «Вы ведь пришли не просто так, верно, господин Картер? Вы собираетесь отправить нас с важным поручением в самую глушь России?» «Не совсем туда», — ответил господин Картер. «Но что-то все-таки есть». «Да, кое-что есть. Не думаю, что вы из тех людей, которые отступают перед риском, верно, миссис Томми?» Глаза Таппинс вспыхнули от возбуждения. «Есть определенная работа для нашего отдела. И мне показалось, да, мне просто показалось, что она могла бы подойти вам обоим». «Продолжайте», — поторопила его Таппинс. «Я вижу, вы читаете газету «Дейли Лидер», — продолжал господин Картер, поднимая номер со стола. Он повернул газету к странице с объявлениями, указал пальцем на конкретный текст и подвинул бумагу к Томми. «Прочти это вслух», — попросил он. Томми подчинился. Международное детективное агентство. Теодор Блант, управляющий. Частные расследования. Большой штат конфиденциальных и высококвалифицированных агентов. Полная секретность. Консультации бесплатные. Улица Хейлхем-стрит, дом 118, округ Уайтхолл, Си-1. Томми вопросительно посмотрел на господина Картера. Тот кивнул. «Это детективное агентство уже довольно давно дышит на ладан», — тихо произнес он. «Мой знакомый приобрел его буквально за бесценок. Мы думаем снова запустить его работу, скажем, в качестве эксперимента на 6 месяцев. И на все это время агентству, разумеется, потребуется управляющий». «А как же господин Теодор Блант?» — спросил Томми. Боюсь, господин Блант проявил некоторую неосмотрительность. В дело пришлось вмешаться Скотленд-Ярду. Сейчас господин Блант находится в местах лишения свободы за счет его величества, и он не рассказывает нам и половины того, что нам бы хотелось знать. «Понимаю, сударь», — произнес Томми. «Точнее, мне кажется, что я понимаю. Я предлагаю вам оформить 6-месячный отпуск в нашем отделе. По состоянию здоровья. Ну а если вы захотите руководить детективным агентством под именем Теодора Бланта, то меня это, разумеется, совершенно не касается». Томми пристально посмотрел на своего начальника. «Будут ли какие-то особые указания, сударь?» Господин Блант, насколько мне известно, вел кое-какие дела с иностранцами. Обращайте особое внимание на синие конверты с российской почтовой маркой. Они приходят от торговца ветчиной, который отчаянно пытается найти свою жену, бежавшую в нашу страну несколько лет назад. Если смочить марку и отклеить ее, с обратной стороны вы найдете написанную цифру 16. Делайте копии таких писем, а оригиналы сразу пересылайте мне. Кроме того, если кто-то придет в агентство и упомянет цифру 16, немедленно сообщите мне. «Я все понял, сударь», — ответил Томми. «А помимо этих указаний?» Господин Картер взял со стола свои перчатки и поднялся, собираясь уходить. «В остальном вы можете вести дела агентства так, как вам заблагорассудится». Мне показалось, его глаза снова сощурились в легкой улыбке, что миссис Томми может быть весьма любопытно попробовать свои силы в настоящей детективной работе.